Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Все, кто смотрит это видео, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Тема сегодняшнего видео – как перейти от выгорания к балансу. Тема очень интересная, поэтому пересылайте это видео по социальным сетям, по электронной почте всем своим друзьям и знакомым. Завтра вы эту новость можете обсудить. У вас возникнут какие-то инсайты, и цель нашего канала, чтобы у вас после просмотра нашего видео возникали какие-то инсайты, которые помогают вам для достижения ваших целей. Еще раз напомню, что миссия колеса жизненного баланса Long Swim – это стремление к личному и профессиональному долголетию, поэтому пишите, пожалуйста, в комментариях, что было интересного в наших видео, какой сюжет вы хотели бы рассмотреть, и вообще предлагайте темы для нашего видео. Итак, тема сегодняшнего видео – как перейти от выгорания к балансу. И давайте рассмотрим ситуации, при которых возникает выгорание. Выгорание в нашей жизни эмоциональное, физическое, интеллектуальное. Оно возникает из-за двух основных факторов. Первое. Мы этой деятельностью занимаемся достаточно продолжительное времени. У нас в сфере яркой жизни не хватает ресурсов для того, чтобы восстановиться. То есть мы работаем не в том темпе, который для нас является экономным. Мы расходуем слишком много энергетики на рутину. И третий, самый главный вариант – выгорание является частью наших жизненных планов, жизненных ценностей. То есть, если вы чувствуете, что в ваших жизненных принципах выгорание является как бы положительным моментом, вам обязательно нужно прорабатывать сферу духовный рост и творчество, и среди своего ближайшего окружения осмотреть тех людей, которые тоже так считают, и пройдя какое-то обучение или прочитав какую-то книгу, вы уже на выгорание будете смотреть сквозь призму продвинутого пользователя. И давайте разбираться, что приводит к выгоранию. К выгоранию чаще всего приводит то, что мы, когда занимаемся какой-либо деятельностью, не ставим себе цель. Если мы говорим о спорте, у нас не задача пробежать там 3 километра и после этого уже не выйти на следующую тренировку. У нас, наоборот, задача регулярно тренироваться так, чтобы пробежать 1 километр с достойным временем, и еще лучше, когда вы будете участвовать в каких-то соревнованиях. И в колесе жизненного баланса, наверное, 1/3 задач и ситуаций, которые мы пытаемся решить через эту методику, она связана с правильной постановкой цели. Именно правильная постановка целей ведет к выбору рациональных инструментов рабочих, которые не дают сбоя, которые гарантированно ведут к результатам. Результат мы можем получить разным путем, потратив колоссальное количество энергии, сил или задействовав много ресурсов, или наоборот, мы выбрали единомышленников, которые обладают хорошей экспертизой интеллектуальной, хорошими связями, хорошей инфраструктурой. Они делают нашу поставленную задачу достаточно легко, красиво, непринужденно. Мы пользуемся результатами вот этих вот целей. Поэтому всегда, когда вы ставите цель, задавайте следующий вопрос: как вы целью будете воспользоваться, как эта цель соответствует миссии колеса жизненного баланса и как это соответствует вашим совместным целям с вашим любимым человеком, любимой женщиной, любимым мужчином. Если вы находитесь в состоянии семьи, вы еще рассматриваете ближайшую сферу отношений друзья и окружение. И в сфере друзья и окружения находятся ваши дети. Они, безусловно, не будут похожи на вас, у них другие жизненные ценности, но вы, как родители, наверное, хотели, чтобы в их жизни процесс выгорания не часто встречался. Поэтому это видео посвящено выгоранию. Давайте пройдемся по сферам и кратко попытаемся сформулировать, как можно бороться с выгоранием. Сфера яркой жизни. Первая сфера, которую всегда нужно прорабатывать. Есть ли у нас достаточное количество для отдыха? Можем ли мы найти источники нашего восстановления? Это может быть любимая книга, это могут быть места. Для тех, кто наше видео смотрит не первый раз, вы начинаете замечать, что вы уже сознательно приходите к тому состоянию, что где бы вы ни находились, всегда будет много энергетики, потому что иногда для того, чтобы обладать большей энергетикой, нужно дарить эту энергетику окружающим людям, которые еще больше истощены, которые еще больше нуждаются в вашей поддержке. Вот такая вот тема наставничества. В колесе жизненного баланса Long Swim она присутствует достаточно часто. Я считаю, что через наставничество мы прорабатываем свою сферу личностный рост, то есть ищем те знания, которых нам не хватает для нашей повседневной жизни, для решения задач.
Переходим к следующей сфере: духовный рост и творчество. В сфере духовного роста и творчества нам нужно ежегодно рассматривать свои жизненные принципы, насколько вы им привержены, что вы хотите изменить в своих жизненных принципах, потому что, изменив жизненные принципы, вы уже выстраиваете более легкую коммуникацию со своей сферой отношения и друзья, с теми людьми, которые вам дарят радость, вдохновение, легкость в решении задач. Старайтесь общаться почаще. Те люди, которые по каким-то причинам стали вам неинтересны, с кем вы расходитесь в жизненных взглядах на определенные вещи, возьмите небольшую паузу. Возможно, через некоторое время вы начнете через сферу своего личностного роста понимать этих людей, начнете понимать, что вы можете оказать им помощь. То есть колесо жизненного баланса Longswim, оно говорит о гармоничном взаимодействии с миром, и мы плавно переходим к сфере карьера и бизнес, потому что для мужчин в сфере карьеры и бизнеса возникает очень много ситуаций, которые могут привести к выгоранию. И я сейчас расскажу, как от выгорания вернуться к балансу. Если вы почувствовали первые признаки выгорания, вам нужно понять, какое состояние дарит вам спокойствие, набор хорошего настроения и набор энергетики. И проработав вот эти вот параметры спокойного состояния в своем ежедневнике, планере или просто погрузившись в эту ситуацию, вы начинаете понимать, что в принципе-то и не так много нужно делать для того, чтобы вернуться от выгорания к балансу. Но тему жизненного баланса или проработку колеса жизненного баланса нужно делать регулярно. Это позволяет вам четко формулировать для окружающих те принципы, которые для вас приемлемы, потому что люди не всегда могут знать, что вам нравится или не нравится, но если вы озвучиваете, что вот это вот нравится, вот это вот поведение для вас хорошо, классно, в таких случаях вы можете помогать. Ваша коммуникация с окружающими людьми, она с легкостью превращается в ту ситуацию, когда люди говорят, вот с этими планами я с тобой не согласен. Кстати, напишите в комментариях, часто ли вы сталкивались с этой ситуацией. Наша история успеха говорит о том, что всегда можно найти способ, чтобы убедить людей в том, что вы самый лучший человек из окружения, с кем эти люди сталкиваются. Ну, то есть не стесняйтесь хвалить себя, потому что хвалить себя, поскольку вы уже занимаетесь темой колеса жизненного баланса, я считаю, это нормально. Искать единомышленников – это тоже замечательная идея, и мы все видео посвящаем тому, что мы в каждом видео рассказываем о практических ситуациях, которые есть в нашей жизни, и мы рассказываем, как методика жизненного колеса помогает с этой ситуацией справиться, применив это сегодня-завтра, что-то поменяв в своих жизненных принципах. Следующая сфера – деньги. Я еще раз напоминаю для продвинутых пользователей, что сфера деньги очень сильно зависит от вашего взаимоотношения с вашим любимым человеком. Хорошо, что это у вас семья. Если семья, смело стройте долгосрочные планы. Даже если 50% долгосрочных планов у вас сбудется, поверьте, у вас прирост в сфере деньги будет огромный, колоссальный. И еще раз напоминаю, что в сфере деньги состояние 4-8 – это обязательно себя нужно рекламировать через экспертизу, через те услуги, которые вы классно оказываете. Это нужно для того, чтобы те люди, которые нуждаются в таких качественных экспертах, как вы, или услугах, они могли вас найти, вас поддержать. Так рождается круг единомышленников. Следующая сфера, в которой мы можем поговорить о выгорании, это сфера личностный рост. Обучение, пожалуйста, проходите 1-2 раза в год, желательно совместно со своим любимым человеком, с супругой или супругом, любимой женщиной, любимым мужчиной, потому что вы же не говорите регулярно или часто со своим любимым человеком о выгорании. То есть как вы чувствуете выгорание в сфере семья и отношения. Сфера семья и отношения, она тоже подвержена эмоциональному выгоранию. Даже если вы тратите силы на укрепление отношений, вы все равно можете выгорать. Почему? Потому что ваши ожидания от изменений достаточно большие, а колесо жизненного баланса Longswim говорит о том, что
ваши усилия совместные по укреплению отношений, они должны быть в балансе. То есть, когда человек готов меняться, вы можете предлагать свои идеи. Если человек не готов меняться, вы тратите силы для того, чтобы поменять что-то в своей жизни, чтобы принять человека таким, как он есть, не переделывая, ценя его за те важные характеристики, которые позволили вам принять решение, что этот человек именно тот, с кем вы готовы провести какой-то определенный промежуток времени. Самая важная сфера, которая очень хорошо борется с физическим выгоранием, это сфера здоровья и спорт. В сфере здоровья и спорта мы должны иметь перечень любимых видов спорта. Спортом мы занимаемся для того, чтобы обладать хорошей выносливостью и уметь переключаться между сфера эмоциональных переживаний, сфера действий. Сфера здоровья и спорта – это всегда про действия, и у нас должен быть баланс. Если мы говорим о выгорании между тем, что мы переживаем, и тем, что мы действуем. И всегда сфера здоровья и спорта, она будет вам помогать, даже если у вас сильная эмоциональная перегрузка, не чувствовать вот эти острые симптомы. Через двигательную активность мы получаем дополнительные эмоции, потому что спорт относится к тем творческим моментам, тем любимым делам, которые помогают нам находиться в очень прекрасном настроении. От сферы здоровья и спорта мы плавно переходим, друзья и окружение. Чем интересна сфера друзья и окружения? На самом деле мы должны понимать, что если мы уже знаем свое текущее состояние 0,4 всегда говорит о том, что сфера друзья и окружение будет на нас очень сильно влиять. В состоянии 0,4 вы среди своих друзей и окружения будете находить тех же людей, рыбака видит издалека, которые на вас свои более сильные эмоциональные переживания будут сбрасывать, будут чувствовать облегчение, как только сбросили на вас свои печали и грусти. Поэтому самый лучший способ борьбы с выгоранием – перейти и задержаться в состоянии 4-8, то есть больше работать над практикой своих желаний и мечтаний. То есть в состоянии 4-8 вы можете более амбициозно мечтать, ставить более грандиозные цели, и поверьте, эти цели всегда найдут единомышленников, которые вам окажут помощь. У кого получилось найти единомышленников через постановку грандиозных целей, пожалуйста, пишите в комментариях. Всегда рады этим комментариям. Напомню, что наши видео переведены на 185 языков мира. Уже есть английская аудиодорожка, поэтому вы можете смело пересылать это видео всем своим друзьям, вне зависимости от страны, в которой ваш друг находится. Итак, проработка сферы окружение и друзья дает нам возможность справиться, если мы находимся в состоянии 0,4 с более половины ситуации, которая приводит к выгоранию. Если вы находитесь в состоянии 4-8, вам обязательно нужно начать приоритетом со своих жизненных ценностей. Что вам в ваших жизненных ценностях является важным и какие жизненные ценности приводит вас к эмоциональному выгоранию. Вот для людей в состоянии 0,4, когда они стараются все делать самостоятельно, только я могу это сделать хорошо, или я в одиночку хочу это сделать, и это порождает очень глубокое эмоциональное выгорание. Если вы поменяете свою жизненную установку, что-то можно сделать вместе, или что-то из того, что я планирую, можно кому-то делегировать, вы увидите, что ваше эмоциональное выгорание потихоньку сводится к минимуму. Итак, подводим итоги сегодняшнего видео. Выгорание – это ситуация, с которой можно справиться. Теория колеса жизненного баланса Long Swim говорит о том, что в каждой сфере мы можем найти самое первое действие, которое приводит к решению большинства задач, то есть с чего можно начать работу с выгоранием. И если мы говорим о балансе, то есть мы переходим от состояния выгорания к балансу, нам всегда нужно четко ответить себе на вопрос, чего можно достичь в этом балансе, потому что если вы понимаете баланс, его потенциал, его полезное качество, вы начинаете понимать на уровне жизненных ценностей, что находиться в балансе это более выгодно, находиться в балансе это более интересно, это более безопасно, а состояние выгорания, оно всегда очень энергозатратно и
наверное, в жизненных принципах выгорание – это не тот элемент, который должен как бы хорошо закрепиться. Третий самый важный принцип, который помогает бороться с выгоранием – это поиск единомышленников. Всегда, пожалуйста, когда вы находитесь в состоянии выгорания, найдите тех единомышленников, которые с этой ситуацией уже справились, те, кто смогли найти какой-то свой индивидуальный опыт, и когда вы от единомышленника услышите его историю успеха, можете смело с этой историей успеха идти на обучение и в сфере личностный рост найти систематический ответ, какая методология вам позволяет с выгоранием бороться хорошо. Мы же в колесе жизненного баланса LongSwim постоянно дорабатываем теорию, поэтому обязательно пишите, какая теория вам нравится, какую вы считаете эффективной. Колесо жизненного баланса LongSwim, как таблица Менделеева, она постоянно дополняется, открыта к различным новым проверенным инструментариям. Поэтому все, кто посмотрел это видео, еще раз делитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми. Цель поделиться этим видео, вызвать какую-то дискуссию. В результате этой дискуссии вы обязательно придете к инсайту. Кто пришел к инсайту и считает, что колесо жизненного баланса LongSwim вам помогло, обязательно пишите об этом в комментариях. Всем желаю прекрасного дня, хорошего настроения. У вас все получится. Я в вас верю.